Каждый, кто хоть раз погружался в мир южнокорейского шоу-бизнеса, знает, личная жизнь айдолов – это главная запретная тема индустрии. Вокруг нее строятся теории, рушатся карьеры и создаются многомиллионные фейки. Недавно социальные сети буквально взорвались от новой волны обсуждений. Алгоритмы Threads, TikTok и Instagram начали массово продвигать публикации о том, что рэпер и продюсер группы BTS Мин Юнги, известный как Шуга, тайно встречается с популярной актрисой Го Ара. Для тех, кто следит за кей-поп-сценой, эти имена в одном предложении звучат как гром среди ясного неба. Шуга – один из самых скрытных участников главной группы планеты, человек, который всегда позиционировал себя как трудоголик, погруженный исключительно в музыку. Го Ара, признанная и уважаемая актриса, звезда дорам «Ответ» в 1994-м, Хваран и Мисс Хаммурапи, чья карьера длится уже более 20 лет. На первый взгляд, у них нет ничего общего, кроме работы в одной индустрии. Однако авторы вирусных постов утверждают обратное. Они заявляют, что нашли неопровержимые доказательства тайного романа, который длится уже несколько месяцев. На экранах пользователей начали появляться десятки коллажей, скриншотов и запутанных таймлайнов. Давайте разберем, на чем именно строятся эти обвинения, почему тысячи людей поверили в эту историю и что на самом деле скрывается за уликами, которые штурмуют тренды. Ловушка концепции «Лавстаграм» главным фундаментом для этой теории стал так называемый «Лавстаграм». В корейской поп-культуре этим термином называют явление, когда влюбленные знаменитости тайно намекают на свои отношения через публикации в социальных сетях. Считается, что они выкладывают фотографии из одинаковых мест, используют похожие подписи или демонстрируют парные вещи, чтобы подать знак друг другу и самым внимательным фанатам. Первая и самая громкая улика в деле Шуги и Го Ара – это теория локаций. Авторы расследований сопоставили фотографии из их профилей и обнаружили, что оба артиста опубликовали снимки из интерьера одного и того же стильного кафе в Сеуле. Разница между публикациями составляла всего пару дней. В комментариях тут же началось безумие. Пользователи начали высчитывать углы падения света, рассматривать отражения в стеклах и сверять форму чашек на столах. Однако, если отключить эмоции и включить логику, этот аргумент рассыпается. Сеул – мегаполис, но индустрия развлечений в нем сосредоточена в нескольких конкретных районах, таких как Канам, Ханамдон или Итэвон. В этих кварталах находятся сотни модных заведений, куда ежедневно приходят десятки знаменитостей, стилистов, продюсеров и моделей. Посещение одного и того же популярного кафе в городе, где все крутятся в одной сфере, это не признак тайного свидания. Это обычное совпадение, продиктованное банальными рекомендациями в трендовых блогах. Второй пункт обвинения – это так называемые парные вещи, или matching items. Фанаты заметили у Шуги и Го Ара одинаковые минималистичные бейсболки черного цвета от известного бренда и похожие серебряные кольца без камней. В Южной Корее культура парных вещей действительно развита очень сильно, и обычные пары часто одеваются в одном стиле. Но когда речь идет о мировых звездах, этот маркер перестает работать. И Шуга, и Го Ара – медийные лица, которые постоянно получают одежду от спонсоров, стилистов и модных домов. Базовая черная кепка или простое серебряное кольцо – это элементы повседневного гардероба, которые есть у миллионов людей по всему миру. Называть это эксклюзивным знаком любви все равно, что утверждать, будто все люди в белых кроссовках на улице состоят в тайных отношениях. Третья улика касается тайминга постов. Сторонники теории заговора утверждают, что артисты публикуют обновления практически одновременно, словно координируя свои действия. Особую роль здесь сыграла текстовая платформа Threads. Стоило одному из них выложить двусмысленную фразу об усталости или хорошей погоде, как в профиле другого через пару часов появлялся пост со схожим настроением. Но реальность куда прозаичнее. Социальные сети артистов подчиняются законам контент-плана или просто минутам отдыха. Когда у человека появляется свободное время в плотном графике, он заходит в сеть. То, что два публичных человека опубликовали посты в один и тот же вечер, говорит лишь о том, что у них совпали свободные часы, а не жизненные пути. Позиция агентств и реальный контекст жизни артистов, когда подобные слухи начинают набирать миллионы просмотров, общественность всегда ждет официального слова от лейблов. В данном случае мы имеем дело с абсолютным глухим молчанием. Ни Big Hit Music, представляющие интересы Шуги, ни агентство Го Ара не выпустили ни одного пресс-релиза. Почему крупные корпорации игнорируют то, что обсуждает весь интернет? Ответ кроется в стратегии управления кризисами. К-поп-индустрия давно выработала четкие правила игры. Если слух имеет под собой хоть какую-то реальную почву, например, фотографии от Paparazzi Dispatch,
Агентства реагируют мгновенно. Они либо признают отношения, прося фанатов с теплом отнестись к паре, либо выпускают жесткое опровержение с угрозами судебных исков за клевету. Но если слух построен исключительно на домыслах из соцсетей и не подкреплен никакими фактами, лейблы выбирают тактику полного игнорирования. Официальный комментарий в данном случае лишь привлек бы лишнее внимание к фейку и легитимизировал бы его в глазах широкой публики. Для юридических отделов хайп, эти посты в Threads – просто белый шум, который исчезнет так же быстро, как и появился. Если мы посмотрим на реальный контекст жизни обоих артистов, то поймем, что у них физически нет возможности вести тайную романтическую жизнь подобного масштаба. Любой его неверный шаг или скандал мгновенно попали бы в главные корейские СМИ, такие как Naver или Yonhap, они обсуждались бы на уровне фанатских аккаунтов. Гоара, в свою очередь, занята на съемочных площадках и погружена в свои проекты. Их графики и социальные статусы сейчас находятся в совершенно разных плоскостях. Психология слухов. Почему наш мозг верит в фейки, почему же тогда тысячи людей продолжают верить в эту историю, писать комментарии и создавать новые видео? Ответ лежит в области психологии и устройства современных социальных сетей. Человеческий мозг – это идеальная машина по поиску закономерностей. В науке существует термин апофения – это склонность человека видеть взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных. Когда фанат очень хочет найти скрытый смысл, его мозг начинает связывать несвязанные вещи. Цвет куртки, время публикации, форму облака на заднем плане фотографии. К этому добавляется эффект, известный как предвзятость подтверждения. Человек, который однажды поверил вслух, начинает искать только те факты, которые его подтверждают, и полностью игнорировать то, что его опровергает. Если Шуга и Гоара выложили фото в один день, для такого фаната это доказательство. Если они не выкладывают ничего месяц, это они шифруются, чтобы их не поймали. Из этой ловушки мышления очень трудно выбраться, когда ты находишься внутри фейкового инфопузыря. Не стоит забывать и об экономике внимания. Алгоритмы современных платформ, особенно Threads и TikTok, устроены так, чтобы продвигать самый кликбейтный и обсуждаемый контент. Авторы фан-аккаунтов прекрасно знают, пост с заголовком «Шуга и Гоара встречаются» соберет в 100 раз больше лайков, комментариев и репостов, чем пост о музыкальных достижениях артиста. Люди создают эти теории не потому, что знают правду, а потому, что это приносит им бесплатные просмотры, подписчиков и активность. Это бизнес на эмоциях фанатов, где истина никого не интересует. Заключение и финальный вердикт, подводя итог этого масштабного интернет-расследования, можно вынести однозначный вердикт: слухи о романе Шуги из BTS и актрисы Гоара – это стопроцентный вымысел. В этой истории нет ни одной реальной фотографии, ни одного подтвержденного свидетельства очевидцев и ни одного заявления от официальных лиц. Все дело построено на совпадениях, которые при желании можно найти между любыми двумя людьми, живущими в одном городе и работающими в одной сфере. Этот кейс – отличный пример того, как важно сохранять критическое мышление в эпоху цифрового шума. В мире К-поп, где каждый шаг артиста разбирается под микроскопом, очень легко потерять связь с реальностью и поверить в красивую, но выдуманную сказку. Настоящая личная жизнь артистов защищена гораздо лучше, чем кажется авторам теорий в соцсетях. Нам же остается уважать личные границы музыкантов и актеров, ценить их творчество и доверять только проверенным официальным источникам информации. Если вам интересен детальный разбор изнанки корейской индустрии развлечений и вы хотите первыми узнавать правду о вирусных новостях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и обязательно включайте колокольчик. Напишите в комментариях, какую самую нелепую теорию о личной жизни айдолов вы встречали в сети, будет интересно обсудить. До встречи в следующих видео.